Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых интригующих тем – находки, которые заставляют нас сомневаться в том, что мы знаем об истории. Мы привыкли думать, что учебники и официальные источники дают нам полную картину прошлого. Но что, если это не так? Что, если есть артефакты, которые не укладываются в привычные рамки? Я собрал для вас 10 таких находок – странных, загадочных, иногда даже пугающих. Мы разберем каждую из них, попробуем понять, что они значат, и подумаем, не пора ли пересмотреть наше представление о прошлом. Погнали! Первая находка – это так называемый лондонский молоток. Представьте себе, в 1930-х годах в штате Техас, США, пара находит обычный с виду молоток, но с одной странностью – он вмурован в камень, которому, по оценкам геологов, больше 100 миллионов лет. Да, вы не ослышались. 100 миллионов. Это эпоха динозавров, задолго до того, как люди вообще появились на Земле. Сам молоток металлический, с деревянной рукояткой, которая частично окаменела. Ученые до сих пор спорят, как такое возможно. Одни говорят, что это подделка, другие, что камень мог образоваться вокруг молотка позже. Но химический анализ металла показал, что он невероятно чистый, почти без примесей, что не характерно для технологий даже XIX века, не говоря уже о миллионах лет назад. Может, это след какой-то древней цивилизации, о которой мы ничего не знаем, или просто геологическая аномалия. В любом случае, этот молоток заставляет задуматься, а что мы вообще знаем о времени? Двигаемся дальше. Вторая находка. Батарея из Багдада. В 1936 году в Ираке археологи раскопали глиняный сосуд, внутри которого был медный цилиндр, железный стержень и следы кислотного вещества. Звучит как описание примитивной батарейки, верно? Ученые даже сделали копию и доказали, что она может вырабатывать электричество, около 1,5 вольт. Датируется эта штука примерно 2000 лет назад, эпохой Парфянского царства. Но зачем древним людям электричество? Некоторые предполагают, что они использовали его для гальваники, покрытия металлов золотом или серебром. Другие идут дальше и говорят, а вдруг они освещали храмы или проводили какие-то эксперименты? Официальная история молчит, потому что это не вписывается в картину примитивного прошлого. Меня лично эта находка заставляет думать, может, мы недооцениваем наших предков. Третья находка – диск Сабу. В 1936 году в Египте, в гробнице принца Сабу, нашли странный предмет – каменный диск диаметром около 60 сантиметров с 3 лопастями, похожий на пропеллер. Ему примерно 5000 лет. И вот вопрос – для чего он нужен? Египтологи говорят, что это могла быть лампа или подставка, но форма слишком сложная и технологичная для таких простых функций. Есть гипотеза, что это часть какого-то механизма, но в Древнем Египте, по официальным данным, никаких машин не было. А что, если это намек на утерянные технологии? Интересно, что диск сделан из сланца, материала, который сложно обрабатывать даже сегодня без современных инструментов. Это как если бы кто-то в каменном веке вырезал идеальный куб из гранита. Случайность или что-то большее? Четвертая находка – кости из Олдувая. В Танзании, в ущелье Олдувай, археологи нашли человеческие останки, которым, по разным оценкам, от 1 800 000 до 2 миллионов лет. Это невероятно древние кости, и они принадлежат существу, которое уже ходило прямо, как мы с вами. Но официально считается, что Homo sapiens появился гораздо позже, около 300 000 лет назад. Так кто же это был? Некоторые ученые говорят, что это просто предки, вроде Homo habilis, но другие задаются вопросом, а вдруг Homo sapiens старше, чем мы думаем? Или, может, на Земле параллельно существовали разные виды людей? Это находка, как пазл, который не хочет вставать на место. Пятая находка – скелет Атакамы. В 2003 году в пустыне Атакама в Чили нашли крошечный скелет, всего 15 сантиметров в длину. На вид как миниатюрный человек, голова, руки, ноги, даже ребра. Сначала подумали, что это инопланетянин, уж слишком странно он выглядел. Но ДНК-анализ показал, что это человек, причем с мутациями, которые не укладываются в привычные рамки. Ему около 40-50 лет на момент смерти, хотя он размером с плот. Ученые говорят, что это, возможно, результат генетических аномалий, вроде карликовости или прогерии, но кости слишком плотные, а череп слишком необычный. Возраст находки-то несколько сотен лет, но что это значит? Был ли это просто больной ребенок?
Или мы видим следы другой ветви человечества? Эта штука до сих пор вызывает споры, и меня она цепляет своей жутковатой загадочностью. 6-я находка. Следы из Тринидада. В 1920-х годах в Тринидаде, на юго-западе Техаса, в русле реки Палукси, нашли отпечатки человеческих ног рядом со следами динозавров. Камню, в котором они застыли около 110 миллионов лет. Это звучит абсурдно. Люди и динозавры вместе? Официальная наука называет это либо подделкой, либо ошибкой интерпретации. Мол, это могли быть следы других животных. Но местные жители и некоторые исследователи настаивают. Отпечатки слишком похожи на человеческие, с четкими пальцами и пяткой. Если это правда, то вся хронология эволюции летит к чертям. А что если это не люди, а какая-то неизвестная форма жизни? Или просто природа сыграла с нами шутку? Эта находка как вызов всему, что мы знаем. 7-я находка – черепа из Паракаса. В Перу нашли вытянутые человеческие черепа, которым около 3000 лет. Они больше обычных на 25%, и их форма не похожа на результат искусственной деформации, как это делали некоторые племена. Анализ ДНК показал странности. Митохондриальная ДНК отличается от известных человеческих линий. Кто-то говорит, что это другая ветвь эволюции, кто-то, что это вообще не люди. Официальная наука осторожничает, но вопросы остаются. Если это не подделка, то что это значит для истории человечества? Меня эта находка цепляет своей таинственностью, как будто мы нашли следы параллельного мира. 8-я находка – медные свитки Мертвого моря. Среди знаменитых свитков, найденных в пещерах Кумрана, один выделяется. Он сделан из меди и описывает местоположение спрятанных сокровищ – золота, серебра, драгоценностей. Датируется свиток примерно 1 веком до нашей эры. Но вот что странно. Указанные места до сих пор не нашли, а описание слишком точное, чтобы быть просто выдумкой. Некоторые считают, что это сокровище храма Соломона, другие, что это шифр, который мы еще не разгадали. А что, если это доказательство богатств и технологий, о которых история умалчивает? 9-я находка – пирамиды Боснии. В 2005 году в Боснии обнаружили холмы, которые, по мнению исследователя Семира Османагича, скрывают древние пирамиды. Их возраст оценивают в 25-30 тысяч лет, что делает их старше египетских. Раскопки показали туннели, обработанные камни и даже следы бетона, материала, который якобы изобрели римляне намного позже. Официальная наука скептична, но если это правда, то кто и зачем строил такие сооружения в Европе десятки тысяч лет назад? Это как если бы мы нашли небоскреб в каменном веке. И, наконец, 10-я находка – карта Пири Рейса. В 1929 году в Турции нашли карту, составленную в 1513 году адмиралом Пири Рейсом. На ней с невероятной точностью изображена Антарктида, континент, который официально открыли только в 1820 году. Более того, береговая линия показана без льда, как будто кто-то видел ее десятки тысяч лет назад, когда она не была заморожена. Пири Рейс писал, что пользовался древними источниками. Откуда они взялись? Может, это следы цивилизации, которая знала о мире больше, чем мы можем представить. Итак, что объединяет все эти находки? Они не вписываются в стандартную хронологию. Они заставляют нас задавать вопросы. А что, если история – это не прямая линия, а сложная сеть событий, часть которых мы потеряли? Может, были цивилизации, которые исчезли, оставив нам только подсказки? Или мы просто плохо интерпретируем то, что находим? Я не предлагаю верить в теории заговора, но эти артефакты – повод задуматься. Что думаете вы? Пишите в комментариях, какая находка вас удивила больше всего, и давайте обсуждать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, и до встречи в следующем выпуске.